тут я расскажу одну историю, которая меня очень сильно впечатлила. Это мой коллега, с которым мы выпустили книгу «Детские сказки» цветные, там довольно взрослые истории, притчи. Я выступила художником в этой книге, я еще рисую. И вот там в какой-то момент была очень живая сцена, даже не ситуация. Маленькая девочка, годика 1,5, мы сидели, общались в живом помещении, в зале, она вот как-то ползла по поверхности, и там была вот неустойчивая на табуретке лежала такая вот как доска, как большой противень. Маленький ребеночек идет. Становится понятно, что вот-вот эта плоскость начнет наклоняться, ребеночек начнет падать. Да? Я наблюдаю. Мы все очень четко наблюдаем процесс. То есть здесь в моем поле нет нервных людей. Понимаем, что в крайнем случае высота небольшая, все видят, что происходит, смотрят, что делает папа. Папа дает девочке проползти так, чтобы эта штука начала наклоняться, практически падать и ловит ее внизу. То есть это маленькая 1,5 годика, год и 7 девочка. С таким обиженным лицом поднимает глаза на значимого взрослого. То есть вот эти вот губки, сейчас она расплачется. А папа ей говорит, мир не всегда устойчивый. И вот смысл был этой сценки в том, чтобы дать ребенку пережить опыт отказа, да, что плоскость отказала ей быть ровной и пригодной для ползания. Понимаете? Поэтому я вам эту историю рассказала для того, чтобы вы, если даже вот своим отказом кому-то причинили некомфортные чувства, замешательства и прочие вещи, чтобы для тех тревожных, не для всех я это послание сейчас говорю, а для той части, которая слишком беспокоится, что возьмите на вооружение стратегию, в которой вы можете датчику пережить любой опыт с целью того, что он тоже полезен, он ему нужен для развития. И, как сказала одна барышня, завсегдатая тренингов, выездных, живых, сказала, я вдруг поняла, я разрешаю людям со мной, в моем присутствии, испытывать любые эмоции. Это настолько многослойное понятие, настолько, что за ним стоит то, что я разрешаю на меня обижаться, я разрешаю на меня злиться на мой отказ. Я разрешаю себе быть неудобной, а вам страдать, потому что я не подмялась под вас. Да? То есть, потому что ее послание распаковало для многих тревожных обратную формулу, что эти люди, которые претендуют на роль Бога, боятся говорить «нет», они же что делают? Они же заходят в общение с позиции, что я не разрешаю вам испытывать негативные чувства, потому что вы напомните мою маму, а моя мама в этом сердитом состоянии потом была такая злая и прилетала всем. То есть вот это то, что не хочет сделать вот этот вот претендующий на роль Бога, тревожный, просящий слабости, боящийся отказать. И вот такое раздутое, огроменное эго внутри. Если вы обнаружите за своей вот этой вот раболепской послушаемости, подминаемостью именно огромное такое вот душевно-эзотерическое эго, то вам станет немножечко так неловко, окажется, что не такой вы же и хороший этим подминанием, а вы прямо требуете, чтобы мир всегда был розовый, пушистый, белый. И не разрешаете миру быть разным, как будто вы все время на стороне дня и категорически боитесь ночи. И рано или поздно мир вас будет толкать в этот опыт, который вы отрицаете, потому что мир многообразен. И вот те подстраивающиеся люди, угодники, они не разрешают другим обижаться на них, впадать в замешательство, в растерянность, применять к жизни план Б свой. Они стараются быть максимально прогнутыми для того, чтобы свое ядро, фокус передать этому человеку, и их ценность начинает зависеть от одобрения тех других. И раз мой фокус и мое благополучие, счастье, уверенность только там, то мне нужно помогать тому человеку поддерживать мою самооценку, то есть ложную эту одобряемость, потому что если ее внутри нет, то мне придется постоянно побираться на признание, приятие, одобрение. И тогда я не могу отказывать. Как я буду отказывать, если мне этот человек скажет, плохая девочка. Вот так.